пробудилась. Итак, буквально 2 дня назад я совершил первый запуск моего двигателя на моем автомобиле, хотя на самом деле вся система уже плюс-минус была готова недели 3 до этого. Давайте сейчас как раз и поговорим, с чем я столкнулся во время первого запуска, какие проблемы всплыли, как я их решал и к чему это все привело. В чем была причина такого вообще, в принципе, позднего запуска? Хотя, скажем так, все управление и программа, прошивка была уже готова. Если вы помните, пару месяцев назад на одном из моих видео мы делали прошивку как раз для моего двигателя. Если вы не смотрели это видео, то самое время посмотреть. Обязательно посмотрите, как я это сделал. Как я это сделал быстро, всего лишь за 20 минут. Именно та прошивка, которую я сделал, с небольшими изменениями, модификациями, которых невозможно было избежать. Именно сейчас она залита в блок управления, который управляет всем вот этим вот безобразием, так скажем. Итак, давайте посмотрим. Да, согласен, выглядит это, ну, скажем так, немного колхозно. Моя моторная коса, она вид имеет такой, скажем, не сильно приглядный. Самое главное, что все это рабочее, абсолютно рабочее. Проблем по проводке практически нету. Почему практически, в дальнейшем я вам расскажу. Почему так долго не происходил запуск? Самое основное, что меня задерживало, это впуск. У меня не был готов впуск. Я хотел сварить вот впуск полностью из алюминия, из алюминиевых пайпов. Так как сварщика я не смог дождаться, он был очень занят, я сделал вот эти вот из всяких вот силиконовых уголков. Да, выглядит, конечно, оно не очень, это пока временно, хотя, как говорится, ничто так не постоянно, как временное. После того, как был готов впуск, я запустил топливную систему. Она у меня состоит из 2 баков, основного и противоотливного, и 2 топливных насосов и 1 фильтра. Запустили топливную систему. Естественно, куча протечек. За несколько дней все это дело устранили, выставили давление. Давление, вот этот китайский топливный регулятор. Не знаю, как он себя покажет, но пока работает без проблем. У меня также были заменены форсунки на более производительные 850-е. В стоке у JZ стоят 380-е форсунки. Я заменил на 850-е форсунки. Как ни странно, они работают. Хотя это китайская реплика какая-то, а-ля Айсин, по-моему, или Денса. Ну, в общем, китайские, стоят они сущие копейки. Ну, вот я за 6 форсунок таких заплатил 4,5 рубля. Такие форсунки, если вам интересно, их можно найти даже на Алиэкспрессе. Ну, пока работают, на данном этапе я никаких проблем с этим не встретил. После того, как разобрались с топливной системой, оставалась система охлаждения. Ее я не трогал, то есть запускался я без системы охлаждения, потому что нужно было просто завести, убедиться, что двигатель запускается. 2 предыдущих дня, получается, заполняли систему, прокачивали ее и устраняли течи. На самом деле, заполняли-то мы его недолго, час с перекурами. А вот устранение течи – это всегда дело такое. Поэтому снимаю я сейчас, когда уже, в общем-то, все такие косяки устранены. И, в принципе, после того, как я разобрался с теми причинами, из-за чего у меня не запускался, он сразу же запустился и работает пока нормально. Давка масла у него отличная, работает ровно. Да, холостой ход у меня пока не настроен. Про настройку холостого хода в сегодняшней серии мы говорить не будем. Об этом я сниму, скорее всего, следующее видео. Сегодня серия посвящена только полностью запуску. Теперь непосредственно, почему я запускал двигатель, вот этот вот двигатель, запускал 3 недели и не мог запустить. Переместился в будущий гоночный офис. Машина сейчас уже на улице. Возможно, даже получится завести. Теперь непосредственно поговорим про этапы проверки перед самим запуском, которые делаются вот непосредственно. Что можно и нужно проверить перед тем, как запустить систему. Что нам нужно проверить? Нет ли никаких ошибок? Это у нас вот здесь находится в логбуке. Но
Скорее всего, пока, скажем так, не запустим систему в работу, никакие ошибки и не появятся, кроме таких прям вот явных ошибок. Но в любом случае, все это находится в логбук, основные коды ошибок все находятся вот здесь. К этому, кстати, еще потом вернемся. Также перед запуском можно и нужно произвести проверку вспомогательных выходов. Прежде всего, это на выходы управления форсунок и выходы управления катушек зажигания. Проверяется это таким образом. Вот здесь галочка, такая вот, output тест. Нажимаем ее, выбираем. В принципе, можно любой вспомогательный выход проверить, но нам прежде всего нас интересуют форсунки и катушки зажигания. То есть, допустим, инжектор 1, это у нас, по идее, должна быть форсунка первого цилиндра. Соответственно, ignition output 1, это у нас выход управления катушкой зажигания, опять-таки, первого цилиндра. То есть их надо все проверить, убедиться, что с проводкой вы ничего не напутали, что все подключено правильно и, главное, работает. То есть как это делается? Вот выбрали, допустим, ignition output 1, это катушка первого цилиндра, по идее. Теперь катушку снимаем со свечи, свечу выкручиваем, либо используем специальный адаптер для теста, который с индикацией, либо можно сделать просто снял катушку зажигания, выкрутил свечу зажигания заземлил на корпус, и, собственно, весь стенд у нас готов. Дальше нажимаем тест. Надо кого-то попросить, чтобы смотрел, появилась ли там искра. Здесь у нас, получается, искра будет продолжительностью 10 миллисекунд 10 раз. Так делаем, соответственно, с каждой катушкой зажигания. Проверяем, что она работает. Убедились, что работает. То же самое сделали с инжекторами. То есть то, что они работают, и то, что подключили мы правильно. То есть к выходу управления, допустим, там первой форсунки у нас не подключена форсунка 6-го цилиндра. Это очень важно. То же самое с катушками зажигания. После того, как убедились, после того, как проверили, что все работает, можем двигаться дальше. Также есть такая вкладка Analog Inputs. Здесь мы проверяем значения, которые у нас приходят на наши аналоговые входы. То есть у меня задействован аналоговый вход 1, 4 и также аналоговый вход на датчика положения дросельной заслонки, датчика температуры охлаждающей жидкости и датчика температуры впускного воздуха. Больше, в общем-то, датчиков у меня нет. Также заходим в вкладку Output Assignment. То есть здесь отображается статус вообще задействованных вспомогательных выходов. Зеленым у нас отмечены те вспомогательные выхода, которые у нас задействованы. Здесь, значит, что здесь главное проверить? Не получилось так, что мы запрограммировали один выход, чтобы один выход использовался у нас, там, допустим, для двух разных целей. Допустим, AUX 5 мы задействовали, там, подключили там, реле какого-то вентилятора и еще для чего-то. То же самое с аналоговыми входами. Аналоговых входов, естественно, тут побольше. Все это здесь у нас отображается. Также зеленый статус, это значит выход задействован. И, собственно, можно потихонечку приступать к чему? Правильно, к запуску. Но перед тем, как запускаться, нам прежде всего нужно запустить даталогер. Даталогер находится во вкладке лог. Нас интересует, прежде всего, вот сам непосредственно графограф, он же даталогер. Вот он здесь находится. Открываем его. Перед тем, как приступать к запуску, нам что нужно сделать? Нам нужно решить, какие параметры нам нужны. Нужно, чтобы здесь отображались параметры, за которыми будем следить во время запуска. Вот в таком вот статусе сейчас логер на самом деле пишет информацию. То есть, когда у нас ноутбук подключен, блок управления работает, сейчас, даже если ничего не происходит, все равно логер пишет это дело. Что нам еще нужно будет? Tune Display открыть, если он у нас не открыт. Тоже полезная штука, и надо убедиться, что отображаются все те параметры, которые нам нужны. Давление масла мне, если не нужно, то вот выделяю эту клеточку, нажимаю правой кнопкой и выбираю параметр, который хочу, чтобы здесь отображался. Но в данном случае давка масла мне нужна, пускай она отображается. Значит, что у нас здесь есть? Температура охлаждайки, температура впускного воздуха, VI значение, угол зажигания, давление, абсолютное давление в впускном коллекторе, положение дроссельной заслонки. Вот, кстати, сейчас педаль газа нажму. Видите?
открылась, закрылась. И обороты. То же самое параметрируется сам логгер. То есть он, в принципе, пишет вообще все параметры. То, что нам нужно отобразить, мы как бы это параметрируем. Всего можно отображать, насколько я знаю, сейчас посмотрим, до 15 параметров одновременно. Я буду использовать следующие параметры. Абсолютное давление в выпускном коллекторе, обороты, угол зажигания, idle PDC correction, пускай. Он мне не мешает, ничего не это. Инжектор PW это величина, это время открытия форсунки, давление масла опять-таки и температура впускного воздуха. Вроде как все готово. Попробуем запуститься. Опс, чуть схватилось. Сейчас, получается, в режиме прогрева находится, обороты завышены. Но, собственно, самое главное, что запуститься мы запустились. Вот параметры здесь все отображаются. Когда нам не нужно, чтобы наш логгер что-то записывал, нажимаем вот кнопочку «Старт», «Пауза». Теперь вот у нас есть вот эти вот параметры, за которыми можно и нужно, скажем так, следить. То есть что нам с этими параметрами делать? Как бы запуск, сейчас у нас запуск произошел, вроде бы как все хорошо, а может быть и не все хорошо, мы пока точно не знаем. Вот что можно сделать для дальнейшего анализа с этими данными? Во-первых, прежде всего их сохранить. То есть вот нажимаем кнопочку Save Log. Ну и указываем папку, присваиваем номер и просто сохраняем. То есть это в дальнейшем нам может пригодиться. Если мы этот лог посмотрим, как бы мы увидим, как это выглядит все нормально, по-нормальному. Самое главное, что запуск состоялся, система вся работает, но это сейчас. А почему же 3 недели у меня машина, скажем так, не могла запуститься? Что я делал не так? Или что было сделано не так? Давайте сейчас в этом разберемся. Кстати, всегда при первом запуске всегда используйте логгер. В принципе, когда вы с ноутбука запускаетесь, вообще всегда используйте логгер, как бы от вас не убудет. Хотя на самом деле он, когда у вас ноутбук подключен, он фактически, вот он всегда открытый есть вот во вкладке Ignition. Давайте теперь посмотрим мои неудачные запуски. Вот файлы с сохраненными логами. Получается, вот один из моих неудачных попыток запуска, коих у меня за эти 3 недели было в принципе немало. Значит, смотрите, обороты у нас от 150 до 404 оборотов в минуту подскакивали. А потом резко шли вниз, несмотря на то, что даже впрыск вроде как увеличивался. Угол зажигания 13, фиксированный угол зажигания на прокрутке, который я выставил 13 градусов. Это одна из первых моих попыток была. Там было 15-13 градусов где-то вот так-то играл. На самом деле лучше где-то от 5 до 10. Потом, естественно, когда у нас порог 400 оборотов в минуту, когда вот порог был превышен, по идее начался уже, скажем так, алгоритм после запуска. То есть вот до 400 оборотов в минуту это у нас идет алгоритм запуска. То есть когда прежде всего коленвал вращается мотором стартера. После вот этого порогового значения двигатель, по идее, должен уже сам себя раскручивать. Но почему-то пороговое значение достигло, а потом оборот начинает падать, хотя по идее они все должны были расти наоборот. Ну и выйти на стабильный холостой ход. Так я мучился около 3 недель, не мог понять, в чем дело. Дело в том, что катушки зажигания работают, форсунки тоже работают. Все это мы проверили, привязано неправильно. Во время прокрутки стартером двигатель начинает схватывать, и он как будто бы хочет запуститься.
Но вот как только вот пороговое значение оборотов превышает, и когда как бы сам двигатель должен себя раскручивать, все сразу же как отрезает. В чем же причина? Вообще для работы двигателя нужно, ну, как минимум, нужно три вещи. Это компрессия, топливо и искра. По механике двигателя у меня с ним все в порядке. Топливо тоже есть, искра, соответственно, тоже есть. Что же может быть не так? Возможно, что я неправильно сконфигурировал primary trigger, так называемый. Давайте посмотрим, что у меня там вообще на самом деле. Зайдем в вкладку primary trigger. Вот эта прошивка, которую я тогда сделал, с небольшим лишь изменением. Тип сенсора у нас VR-сенсор, это индуктивный сенсор. У JZ они стоят именно индуктивные, то есть и на датчике положения коленвала, и датчике положения распредвала все они стоят индуктивные. Порог чувствительности низкий я поставил, полупрезистор у нас нам не нужен. Полупрезистор нужен в том случае, если мы используем оптический сенсор, либо сенсор на эффекте Холла. Там рекомендуется. Input фильтр low. Ну, в общем, просто запомним пока вот так. Это долго объяснять, что это такое. Я сейчас не готов. Потом Trigger Type 2 Missing Teeth. У JZ, если вы знаете, а если не знаете, сейчас вам скажу, у него рэперный диск состоит по схеме 36,2. То есть всего 36 зубов, и два из них пропущены. Trigger Age Rising, это то, что у меня сейчас стоит. Количество цилиндров 6. Количество зубов, включая отсутствующих, это как раз 36. То есть это вот, как я и говорил. First Trigger Tooth это зуб, соответствующий ВМТ первого цилиндра у нас 9, номер 9. Trigger H это у нас, как объяснить, если вот берем ВМТ, то есть вот, допустим, ВМТ нашего цилиндра, да, то есть 65 градусов до. Это вот тот диапазон, в котором будет работать наша система зажигания. То есть ее, в принципе, можно менять, но как бы у JZ, ну, стандартно 65 градусов. То есть дальше, в принципе, вообще все стандартно, то есть вставляем 100%, 0. Единственное, что вот Enable Scope лучше поставить галочку. Здесь в одном из моих видео, где я сравнивал основные модели, несколько моделей программируемых блоков управления, если что, ссылочка будет где-то вот здесь всплывет. Я рассказывал, что ECO Master не снабжен встроенным осциллографом. На самом деле все блоки управления снабжены осциллографом, так называемым, потому что иначе такие датчики, как датчик положения коленвала, датчик детонации, датчики положения распредвалов, они просто работать по-другому не будут. Нужен внутри блока управления всегда осциллограф. Поэтому все блоки управления снабжены осциллографом. Просто у некоторых есть, насколько я понял, есть эта функция отображения осциллограмм, а где-то нету. Но вообще осциллограф есть обязательно у всех. Поэтому вот эту галочку нужно поставить. Она говорит о том, что значения вот этого нашего датчика коленвала будут выводиться на осциллограмму. То есть по осциллограмме на самом деле тоже можно понять, правильно ли работает наш датчик положения коленвала. Также у нас есть еще, смотрите, secondary trigger. Это у нас в данном случае, если мы говорим про JZ, это у нас датчик положения распредвала. То есть синхронизация определяется по двум вот этим вот датчикам. Это два наиболее важных датчика, без которых двигатель работать не будет. Но тут тоже как бы все стандартно. VR-сенсор, полупрезистор нам не нужен, input фильтр. Тут у меня стоит medium, ну, пока работает, трогать ничего не буду. Trigger Type, рэперный диск, который там стоит, маленький такой, скажем, можно назвать его так рэперным диском, он трехзубовый получается. Trigger Age Failing и тому подобное. То есть все вот это вот стандартное, как бы здесь я ничего напутать не мог. Так я думал. Забегая наперед, скажу сразу, что с secondary триггером я не напутал, а вот primary триггер, наиболее важный, мы пока оставим. Мы к нему еще вернемся. Все параметры запуска двигателя у нас находятся во вкладке Engine Start. Ну, как бы логично, да? То есть, если запуск не произошел, а как бы все вроде с виду целое, то прежде всего идем туда. Вот примерно такая вот конфигурация. Вот такую конфигурацию я использую на своем двигателе, чтобы он запускался. Enable Prime Pulse я поставил галочку. Use Injector Calibration тоже поставил галочку. Cranking Threshold. Threshold это порог. Порог это как раз это вот
до вот этого значения у нас будет идти алгоритм действовать запуска. По превышении вот этих оборотов у нас будет уже, скажем так, запускаться алгоритм нормальной работы двигателя. Cranking Ignition Angle, то есть это угол опережения зажигания на запуск. Я поставил 8 градусов. В принципе, как я сказал, от 5 до 10 можно и нужно играть. Все это как бы познается методом тыка. Но 8 градусов у меня работает вполне прекрасно. Дальше. Cranking Fuel Table. Во время запуска фактически блок управления не считает топливо, исходя из количества поступаемого воздуха. То есть по факту он просто берет определенное значение, на это время открывает нашу форсунку. Базовые значения находятся как раз Engine Start Cranking Fuel Table. То есть в этой таблице отображаются те значения времени, на которые будут открываться топливные форсунки. Во время запуска будет использоваться именно вот эта вот карта. Вот эти значения зависят от температуры охлаждающей жидкости нашего двигателя. Очень важно, чтобы датчик температуры охлаждающей жидкости показывал правильную температуру, иначе он будет переливать либо не доливать, потому что чем ниже температура, тем больше продолжительность открытия нашей форсунки на запуск. По идее, если запуск не происходит, то вот эти значения, их нужно как-то либо прибавлять, либо убавлять. Вот вообще сама базовая прошивка, которую я изначально залил до того, как я ее окончательно модифицировал. Зайдем сюда. Вот какие значения здесь были, а вот какие у меня значения сейчас. Практически вдвое, а то и больше уменьшил все эти значения. Почему? Потому что базовая прошивка прописана была с учетом того, что форсунки должны были стоять 370 и 380. Это в стоке у JZ стоят именно такие форсунки. А у меня сейчас форсунки 850, то есть это в 2,5 раза больше производительности. То есть за одно и то же самое время они в 2,5 раза больше топлива подадут. Поэтому вот эти вот значения я уменьшил в 2 раза, то есть сразу прям в 2 раза. Вот это значение я подкорректировал, потом, соответственно, точно так же сделал такой калибровку, как Prime Pulse, Engine Start Prime Pulse, тоже в 2 раза уменьшил, точно так же. Оп, и все. В принципе, как бы и все. Но запуска все равно не происходило. И вроде все правильно делаю, все логично. Как бы я ни пытался, запуска не происходит. Самое вероятное, что я что-то с зажиганием напутал. То есть, либо я его не выставил. Ну, старый добрый стробоскоп еще никто не отменял, но у меня стробоскопа нету. Да и плюс я механически к двигателю не лез. И этого, в принципе, не могло быть. Я поэтому на это не грешил. Самое обидное, что никаких кодов ошибок у меня не было. Что мне порекомендовали? Ну, ты проверь там вот в лог-файле, нет ли там такой ошибки, как Unexpected Missing Tools. Отсутствует лишний зуб, если уж можно так сказать. То есть, либо у меня там еще дополнительных зубьев каких-то нету, хотя этого не может быть, потому что туда никто не лазил, и с родным мозгом все работало. Либо с проводкой я что-то напутал, либо датчик. Проводка целая, проверил. Остается что? Остается датчик. Покупаю новый датчик, устанавливаю ее, пытаюсь запустить. Точно такая же картина с небольшими исключениями. Но опять-таки Unexpected Missing Tools, то есть у нас какой-то зуб, каких-то зубьев у меня вот, если вот, кстати, посмотрим здесь, зубьев вот просто нету и нету и нет. Как так? Если вот согласно от этого графика, получается, что у меня вообще там просто зубов нету. То есть там просто рэперный диск без зубьев. Такого быть, естественно, не может. Давайте вернемся опять-таки к базе прошивки, которую я залил, но еще не доработал. Зайдем в Primary Trigger. Вот что мы здесь видим. Все те же самые значения, кроме одного. Смотрите, Trigger H Failing, то есть падение. А у меня сейчас стоит Trigger H Rising. Rising — это подъем. То есть о чем это говорит? С рэперного диска наш датчик получает вот такой вот синусоиду и смотрит, он определяет конец вот этой, скажем так, сиськи именно по падению. Изначально должен был определять. А у меня сейчас смотрит именно начало сиськи, то есть это зуб. Это именно зуб по подъему. Вот когда вот это вот я сделал, у меня сразу же запуск произошел. Все дело в чем? К вопросу о том, что проводку я все сделал правильно. Да, проводку я сделал все правильно. Но я упустил один такой момент. Почему-то был уверен, что активный датчик сам по себе не имеет полярности. То есть ему не важна полярность. Как оказалось, полярность для него очень важна. Попросту-напросто не попал в полярность.
То есть там два варианта, либо правильно, либо неправильно. По идее, по правильному, конечно, нужно было просто полярность поменять. Ну, провода перекинуть. Но это достаточно проблемно, гораздо проще. Мне показалось именно вот триггер H поменять, и все заработало. То есть это, видимо, специально сделано для таких случаев, когда вот обшибся, чтобы не переделать провода, вот просто программно поменял, и сейчас все как бы работает и запускается. Какой урок? Все нужно проверять, потом проверять и еще раз проверять. В общем, таким образом я и победил запуск. Немножечко сейчас расскажу про мои приключения с датчиком давления масла. Изначально использовал у меня был вот такой вот датчик давления масла. Вот такая вот чудесная вещь. На самом деле это вполне себе рабочая система, но используется он именно для работы с будильниками, как вот стоят, ну как вы, наверное, все видели. То есть будильник, подключается он к будильнику, и с ним он работает нормально. Но вот блок управления почему-то его не видел. Я думал, при помощи вспомогательного нагрузочного резистора, по принципу pull-up резистора или pull-down резистора, я смогу подружить его с моим блоком управления. Но на самом деле у меня ничего не получилось, и в результате мне пришлось купить АЕМовский датчик давления жидкости. Стоит он почти 6 рублей. Покупал его в форварде. Благо форвард у меня здесь совсем недалеко находится. Пешочком 5 минут туда, 5 минут обратно, и вот у меня есть этот датчик. Установил я этот датчик, подключил его по трехпроводной системе. Если вы заметили, этот датчик подключается по двухпроводной системе. А вообще датчики давления, что датчики давления жидкости, топлива, там, масла, антифриза и тому подобного, они обычно подключаются по трехпроводной системе. Так вот, тот датчик подключается по нормальной трехпроводной системе, то есть подается опорное напряжение, один провод используется как сигнальный провод, а третий провод сажается на землю. Так вот, по этой системе я его подключил, и все сразу заработало. Давление масла у меня теперь отображается, давление масла у меня пока хорошее. 7-8 бар на запуске. Ну, у меня просто пока еще холостой ход плавает, поэтому там идут такие вот скачки, что 7-8 бар вот так давление скачет. Но в любом случае это очень достаточно-таки хорошо. Возможно, этот датчик как-то и можно подключить, если чуть-чуть постараться. Но у меня не получилось. Кстати, скажу, АЕМовские датчики очень хорошие. Не считая их цены, у них нехорошая только цена. А так вообще у меня датчик температуры впускного воздуха АЕМовский работает вообще отлично. Теперь получается у меня датчик давления масла АЕМовский, ну и тоже работает просто отлично. Кроме их цены, минусов пока я не вижу. Получается, вот такие вот были у меня приключения по первому запуску. Я ожидал, что все будет не так просто, как я это себе представляю. Ну, все это, знаете ли, опыт. Теперь вы тоже, получается, предупреждены, значит, и вооружены, если вы посмотрели эту серию. На сегодня у меня все. Буду продолжать рассказ про свои приключения по настройке моего проекта. Надеюсь, что скоро у меня уже будет выезд, потому что, в принципе, осталось мне не так много. Ну, как мне кажется. Ну, а на сегодня, наверное, и все. Я пошел смотреть трансляцию Сочи Drift Challenge. Она там уже идет вовсю. Идут парные сегодня. Не забывайте поставить лайк, если вам понравилось это видео. Задавать свои вопросы. Я буду стараться на них отвечать. На сегодня все. Всем пока.